Долгое противостояние закончилось, важное решение принято, и это очень хорошая новость для Украины. Утечка из Белого дома стала известна, когда Трамп вернется к ударам. Белые люди и чернь в Госдуме предложили составить списки высшего сословия. Трусость и героизм – новые подробности теракта на улице столицы. Сенсационная новость: кто помогает прикрывать американские базы на Ближнем Востоке? Разведка НАТО раскрыла тайну режима Путина. Ситуация в разы хуже, чем в официальных отчетах. Украинский флот направится в Ормузский пролив. Государство против олигарха. Точка в истории бывшего хозяина страны. Об этих и других событиях к утру четверга, 23 апреля. Самые важные и срочные новости в эфире. Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Послы Европейского Союза договорились: Украине наконец дадут кредит на 90 миллиардов евро. Дипломаты также согласовали и новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters. Решение тормозилось несколько месяцев. Основную роль сыграл Виктор Орбан, который блокировал его, ссылаясь на остановку дружбы. Но теперь прокачку восстановили, и Венгрия сняла свое вето. Украина борется не только за свое существование, Украина борется за нас. И, наконец, Европейский Союз смог помочь. Больно, что некоторые государства-члены блокировали и замедляли этот процесс, но в итоге решение было принято. Теперь деньги могут пойти уже в ближайшее время. Для Киева это критично. Согласно утечкам, без помощи средств на поддержание стабильной работы экономики и на оборону хватило бы только до июня. Одновременно ЕС усиливает давление на Москву. Санкции возвращаются в игру. Вашингтон ставит Тегерану новый дедлайн. По данным Axios, Дональд Трамп дал режиму еще немного времени. Перемирие могут продлить максимум на 3-5 дней. Дальше либо представители Исламской Республики сядут за стол переговоров, либо американцы возобновят удары. Главная проблема внутри самого режима: он расколот. По данным источников, между силовиками КСИР и переговорщиками из числа гражданских чиновников продолжается конфликт. Единой позиции нет, а новый аятолла почти не участвует в процессе. Это делает ситуацию взрывоопасной, времени мало, и если Иран не договорится сам с собой, шанс на мир может просто исчезнуть. В Киеве суд разрешил освободить под залог полицейских, которые в субботу сбежали с места теракта в Голосеевском районе. Подозреваемые патрульные Анна Дудина и Михаил Дробницкий. Им вменяют служебную халатность. Сумма залога 266 тысяч гривен. Сама трагедия разыгралась 18 апреля. 58-летний уроженец России открыл огонь по прохожим на улице, затем захватил людей в супермаркете. Его ликвидировал спецназ. После появления в сети видео, на котором видно, как патрульные покидают место, подозреваемые были задержаны, а глава патрульной полиции города подал в отставку. Тем временем стало известно о героическом поступке другого участника событий. Об этом рассказал телеканал Киев-24. Местный дворник закрыл собой ребенка. Мальчик выжил, сам мужчина нет. Фамилии героя не называют, только имя и отчество. Александр Григорьевич, которого многие звали просто дядя Саша. Врачи боролись за него более суток, не спасли. В Сызрани нефтеперерабатывающий завод Роснефти остановил работу после недавней атаки дронов. По данным Reuters, повреждена ключевая установка, которая дает более 70% мощности предприятия. Это уже не единичный случай. По данным агентства, за неделю остановились сразу 3 крупных НПЗ. Кроме заводов в Сызрани, еще заводы в Туапсе и Новокуйбышевске. С начала года работу временно приостанавливали из-за ударов БПЛА минимум 6 НПЗ. Власти уже вводят ручное управление. Как сообщил Интерфакс, Минэнерго собирается вернуть советское планирование и начнет спускать нефтяным компаниям обязательные к исполнению разнарядки по объемам производства топлива, отгрузкам на внутренний рынок, экспорту и продажам на бирже. Но если атаки продолжатся, накануне посевной Россия может столкнуться с дефицитом топлива.
В НАТО узнали главную тайну путинской экономики. Разведка Швеции считает, что Росстат занижает важный экономический показатель. Как заявил Financial Times, глава ведомства Томас Нильсон, реальная инфляция в России близка к 15% или почти в 3 раза выше официальных данных. По словам Нильсона, реальный дефицит российского бюджета в прошлом году составил 8 триллионов рублей, а не 5,5, которые нарисовал в отчетах Минфин. Для российской экономики возможны только 2 сценария – долгосрочное снижение или шок. В любом случае они продолжат движение вниз к финансовой катастрофе. Глава шведской разведки считает, что Путин построил такую лживую систему, что может сам не знать, насколько плоха экономическая ситуация его страны. Но убежать от последствий, по мнению Нильсона, у хозяина Кремля не получится. Украинские корабли могут присоединиться к важной международной операции. По данным The Times, 4 украинских тральщика из Портсмута могут отправиться на разминирование Ормузского пролива. Речь о возможной миссии Британии и Франции после окончания войны в регионе. 2 корабля, Чернигов и Черкассы, бывшие британские, они уже переданы Украине, но застряли вдали от места назначения из-за запрета прохода через проливы. Еще 2, Мариуполь и Мелитополь, сейчас проходят подготовку вместе с британцами. Но Киев предлагает больше, чем корабли. Речь идет о морских дронах и защите судов от атак беспилотников врага. В Госдуме России перестали стесняться и предложили поделить россиян на высшую и низшую касты. Депутат Дмитрий Гусев предложил создать белый список россиян. В него попадут те, чьи номера привязаны к госуслугам. Им обещают не отключать мобильный интернет во время ограничений. Для остальных интернет могут урезать до минимума или отключать полностью. Параллельно обсуждают разрешенные VPN и список доверенных сервисов. То есть доступ хотят фильтровать не только по сайтам, но и по людям. Такие отключения уже идут. В десятках регионов интернет регулярно глушат ради безопасности. В Москве это длилось почти 3 недели. Бизнес терял миллиарды. Теперь систему хотят сделать постоянной и управляемой вручную. Многолетняя эпопея завершилась. Суд в Кишиневе приговорил Владимира Плохотнюка к 19 годам тюрьмы. Олигарха признали виновным в краже $1 миллиард из банковской системы страны. Кроме того, ему запретили занимать госдолжности и обязали выплатить около $60 миллионов. Прокуроры требовали 25 лет, но суд дал меньше. Защита уже готовит апелляцию. Плохотнюка годами называли молдавским Абрамовичем и даже теневым правителем страны. Он контролировал банки, СМИ и силовиков. В 2019-м ему пришлось скрыться от следствия за границей, но летом прошлого года он был задержан в Греции и экстрадирован на родину. Украинские технологии уже не просто работают на Ближнем Востоке, а и прикрывают первую армию мира. Такой сенсационной новостью поделился Reuters. По данным агентства, США развернули украинскую систему борьбы с дронами на своей базе в Саудовской Аравии. Речь идет о платформе SkyMap, которая помогает обнаруживать и сбивать беспилотники. Систему поставили на авиабазе имени принца Султана. Согласно утечкам, именно этот американский форпост в регионе стал целью нескольких иранских атак, которые дорого обошлись Пентагону. Систему SkyMap уже используют в Украине против шахедов и теперь применяют для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. Это важный сигнал. Украинский опыт войны становится экспортным продуктом. Из-за блокады Ормузского пролива различные страны продолжают принимать экстренные меры, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители. О шагах своего правительства рассказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Поэтому сегодня я объявляю о пакете мер поддержки, адресованных всему населению. Субсидия на дизельное топливо в размере 20 центов на заправках продлена до конца мая, что явно облегчает положение предприятий и потребителей. Субсидия на удобрения также продлена до августа и составляет 15% от стоимости закупочных счетов, что потенциально затронет 250 тысяч фермеров.
Кроме того, дополнительные пособия выплатят семьям с детьми и малоимущим старикам. На эти меры правительство Греции выделило 500 миллионов евро. Вместе с тем премьер заявил, что ситуация под контролем, а экономика показывает результаты даже лучше, чем ожидалось. В российских школах начали проводить специальные уроки против VPN. По данным Верстки, к детям приходят полицейские, психиатры и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Школьникам объясняют, что обход блокировок – это риск и даже отягчающее обстоятельство при преступлении. Такие лекции уже прошли в Иркутске, Ростовской области и других регионах. Школьникам рассказывают про цифровой след, угрозы утечки данных и уголовную ответственность. Иногда это оформляют как игры, но смысл один – запугивание. Число иммигрантов бьет рекорды. В Европейском Союзе их уже 64 миллиона. Для сравнения, еще в 2010-м было около 40. Главная точка притяжения – Германия. Там живет почти 18 миллионов иммигрантов. И большинство – люди трудоспособного возраста. Одновременно страна приняла больше всего беженцев. Но политика меняется. В начале года немецкие власти ужесточили правила убежища, и поток заявок уже начал резко падать. Вы не против, что вы... Беларусь способна удивить не только очередным шокирующим заявлением Лукашенко. Нацбанк выпускает тяжелую новинку. Регулятор объявил о выпуске необычной монеты. Она весит как небольшая гирька, 1,5 килограмма, и будет отлита из серебра самой высокой пробы. Монета называется «Китайский календарь». У нее 12 углов, диаметр 16 сантиметров. Тираж ограничен, всего 500 штук. Номинал монеты 1000 рублей, но купить ее можно будет аж за 23 тысячи или порядка $8000. По скольким судам ударил Иран и сколько захватил? Какой транзит Россия перекрыла Казахстану? И где ВСУ нанесли новый удар по флоту врага? Как Соловьев нарвался на острую реакцию главы правительства? И где вводят запрет на курение для целого поколения? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Приглашаю на вечерний выпуск.